Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео я хочу поделиться с вами мастер-классом на одну из моих кукол, а именно кукла-мальчик. Они идут в паре с девочкой. Девочка Аврора, мальчик Артур. Но на девочку этот мастер-класс платный в PDF формате, то есть не в видео. Там идет текст и фотографии. Стоимость его 380 рублей. А на мальчика мастер-класс будет бесплатный, и начнем мы его вязать прямо сейчас. Давайте немножко подробнее расскажу вам про этих куколок. Они совсем небольшие. Их рост около 20, около 19 сантиметров. У них присутствуют съемные детали одежды. То есть у мальчика это снимается кепка, у девочки снимается шляпка. Также у девочки снимается платьице, туфельки, у мальчишки снимается футболка, шорты, ботинки у него вязаные, сразу вывязаны на ножках, они не снимаются. Вот так выглядят куколки сзади. Форма тела у них похожая, но при этом абсолютно разная. У мальчика формы простые, прямые ручки, прямые ножки. У девочки ручки со сгибами, ножки также более фигурные. Они оба могут сидеть с опорой, то есть у них такая форма тела, при которой ножки можно сложить. Что у мальчика, что у девочки. Вяжутся эти игрушки очень просто. Они действительно легкие. Во-первых, из-за своих небольших размеров. Во-вторых, из-за схемы. Я постаралась ее максимально упростить. Все необходимые материалы по девочке расписаны в ее платном мастер-классе. Можно его приобрести, написав мне в любую удобную для вас соцсеть. Это ВКонтакте, это Инстаграм, почта, либо же приобрести мастер-класс на Бусти. На мальчика я вам сейчас расскажу, что потребуется. Основная пряжа, из которой он связан, это Ярнар джинс. Цвет 73 персиковый. Также из Ярнар джинса связаны ботиночки, цвет 70 коричневый, и волосы, горчица 84. И будет необходима еще пряжа для трусиков, белого цвета или желтого, это уже на ваш выбор, какой захотите, любой цвет здесь подойдет. Все остальное связано у него из пряжи Газал Baby Cotton. Эта нить чуть потоньше, чем Ярнар джинс, поэтому обращайте внимание, если будете вязать из джинса, то одежда может быть велика. Шапочка у нас идет коричневого цвета. Здесь номер 3455. Белый идет 3410. Вот такой красивый бирюзовый 3428. И комбинезон серого цвета номер 3450. Это у меня не пуговки. Это вот такие иголки. Я жду, пока пуговки придут. Но вообще понадобятся маленькие пуговки вот сюда. Прям очень маленький, полсантиметра, думаю, достаточно. 2 пуговки, 3 пуговки. На рубашечку, тоже небольшого размера, миллиметров 8. И 1 пуговка нам понадобится для того, чтобы сделать вот такую красивую, обвязанную в итоге ее. Это пуговка обычная, диаметром 1,5 сантиметра. Можно чуть поменьше. Глазки у мальчика, ну и у девочки размером 8 миллиметров. И еще что нам понадобится, это проволока. Небольшая, там около, я скажу точно сколько в мастер-классе, но около 16 сантиметров, для того, чтобы укрепить шею. Пряжа Ярнар джинс и Газал Baby Cotton я вяжу крючком 2 миллиметра. Также нам потребуется наполнитель, длинная игла с большим ушком, немного черной пряжи и белой для оформления лица. Ротик у него сделан из коричневой пряжи, из которой мы вязали кепку. На этом все. Мы приступаем к вязанию. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я постараюсь на них ответить. Всем приятного вязания! Начинаем мы с вязания ручек. Берем пряжу телесного цвета, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий,
4, 5 и 6. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд, второй. Провязываем подряд 6 прибавок. Получается, вяжем в первую петлю первая прибавка, во вторую петлю вторую прибавку, дальше третью, четвертую, пятую и шестую. Получилось в этом ряду 12 столбиков. Следующие два ряда, третий и четвертый, провяжите по 12 столбиков без накида. В пятом ряду провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы вывязываем пальчик. Он вяжется в одну петлю с общей вершины. 4 столбика с накидом. Получается, делаем накид, вытягиваем нить, провязываем 2 петли на крючке. Первый раз. Второй раз также делаем накид, вытягиваем петлю, провязываем первые 2. Третий. Все в одну петлю. И четвертый. И теперь захватываем нить, протягиваем ее через все петли на крючке. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот такая у нас получилась шишечка. При этом количество столбиков у нас осталось также 12. Следующий ряд 6. Мы провязываем 1 столбик без накида, убавка, и повторяем так 4 раза. Провязываем первый столбик, дальше вяжем убавку. Убавку я провязываю за передние полупетли. Второй раз также столбик и убавка. Я захватываю переднюю полупетлю и сразу же вторую переднюю полупетлю, провязываю их вместе. Третий раз вяжем также столбик, убавка, и четвертый раз 1 столбик, убавка. Закончили этот ряд, получилось 8 столбиков. Следующий ряд 7, провяжите 8 столбиков без накида и добавьте наполнитель. Провязали. Следующий ряд 8, провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. Дальше провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и снова провязываем прибавку. Довязываем 1 столбик до конца ряда. И в итоге у нас получается 10 столбиков. Следующие 14 рядов с 9 по 22 провяжите по 10 столбиков без накида. Ручку наполняем только до середины. Верхнюю часть оставляем без наполнителя. Провязали. Вот такая деталь у нас должна получиться. Теперь складываем ручку пополам, пальчик смотрит вперед. И нам нужно с вами довязать столбики до вот этого сгиба. Мне необходимо провязать 1 столбик. У вас может получиться 2-3, в зависимости от смещения петель. Теперь нужно соединить стороны ручки вместе. Захватываем первую от крючка петлю и последнюю. Провязываем их вместе. Также провязываем вторую
третью, четвертую и пятую петлю. Дальше вяжем воздушную петлю, нить вытягиваем и обрезаем. Длинный конец нити оставлять не нужно, потому что ручки мы будем ввязывать. Вяжем точно так же вторую ручку. Теперь мы с вами свяжем ножки. Начинаем снизу, с цвета ботиночек. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Со второй петли от крючка мы вяжем прибавку, дальше провязываем подряд 2 столбика, первый, в следующую петлю второй, в последнюю петлю мы провязываем 4 столбика без накида, первый, второй, третий, и четвертый столбик. По второй стороне цепочки у нас осталось 3 петли. Мы провязываем первый столбик без накида, в следующую петлю второй столбик без накида и в последнюю петлю провязываем прибавку. Закончили вязать первый ряд. Всего у нас получилось 12 столбиков. Последнюю петлю в ряду отмечаем маркером либо нитью контрастного цвета. Можете отмечать первую петлю, как вам удобнее. Я всегда ставлю маркер на последнюю. Дальше следующий ряд второй. Мы провязываем подряд 2 прибавки. Первая, в следующую петлю вторая. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй. Вяжем подряд 4 прибавки. Первая, вторая, третья, и четвертая. Провязываем подряд 2 столбика без накида, первый, в следующую петлю второй, и вяжем 2 прибавки подряд. Первая, в следующую петлю вторая. Закончили этот ряд, получилось 20 столбиков. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида прибавка, повторяем так 2 раза. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка, второй раз 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Провязываем 1 столбик без накида прибавка 4 раза. Первый столбик, прибавка, и четвертый раз столбик, прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Провязываем 1 столбик без накида прибавка 2 раза. 1 столбик, прибавка, второй раз 1 столбик, прибавка. Закончили этот ряд, получилось 28 столбиков. Обратите внимание, где у меня заканчивается последний столбик. Ровно посередине пятки. Получается, вот у нас идет центр.
И вот у меня заканчивается вязание. Если оно у вас закончилось чуть-чуть правее на пару столбиков, то провяжите дополнительно столбики смещения. То есть вы просто берете, провязываете один столбик, либо два до вот этого места. И переставляете маркер. При этом общее количество столбиков в ряду останется прежним. Следующий ряд мы с вами вяжем за заднюю полупетлю. Провязываем 28 столбиков без накида. Переднюю оставляем для обвязки. Провязали, вот так выглядит этот ряд. Следующие два ряда, 5 и 6, провязываем по 28 столбиков без накида, уже захватывая полностью столбик, как обычно, переднюю и заднюю полупетлю. Провязали эти два ряда, опять смотрим на то, где у нас заканчивается последний столбик, он опять-таки должен быть ровно посередине пятки. Провязываем столбики смещения, если у вас после этих трех рядов вязание немного сместилось. Вяжем 7 ряд, провязываем убавку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше подряд мы провязываем 6 убавок за передние полупетли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая убавка. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем убавку. Закончили этот ряд, всего у нас получилось 20 столбиков. В 8 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем подряд 6 убавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и шестая убавка. Довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый столбик мы до конца не довязываем. Получается, вытягиваем нить, оставляем 2 петли на крючке. Теперь нить цвета ботиночка, у меня это коричневая, выводим на лицевую сторону и оставляем, не обрезая. Берем нить цвета тела и довязываем этот столбик уже ею. Дальше следующие ряды вяжутся уже бежевым. Получается 9 ряд. Мы провязываем за задние полупетли 14 столбиков без накида. Хвостик сразу же ввязываем от бежевой нити. Первый, второй, третий, четвертый и так до конца ряда. Провязали этот ряд. Теперь давайте добавим наполнитель в ботиночек. Для того, чтобы подошва была плоской, держите ботинок на пальцах, получается, придавливая подошву, и добавляйте наполнитель не вниз, утапливая его,
а по бокам. После того, как наполнили, можно еще раз вот так подправить подошву. Она при этом останется такой плоской. Сейчас я покажу вам, как выглядит это на готовом ботиночке. Добавили наполнитель, вот так деталь должна выглядеть. Следующие 9 рядов с 10 по 18 провяжите по 14 столбиков без накида. Так, провязали, добавляем наполнитель в нижнюю часть. Следующий ряд вяжем 19, провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Дальше вяжем прибавку. Прибавки находятся по бокам. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 3 столбика. Первый, второй, третий. Закончили этот ряд, получилось 16 столбиков. Следующие 8 рядов с 20 по 27 провяжите по 16 столбиков без накида. Такая деталь у нас получилась. Визуально делим бежевую часть на 3 части. Первую нижнюю наполняем плотно, середину наполняем средне, верхнюю часть наполняем слабо. Это не значит, что здесь совсем нет наполнителя. Он есть немного, но вот если сжать вот так деталь, то его практически не ощущается. Здесь уже плотно. Дальше следующий ряд нам нужно с вами довязать не до конца. Вязание у нас с вами заканчивается сзади, посередине ноги. Нам нужно с вами провязать неполный ряд, закончив с этой стороны. Складываем ножку пополам носочком ровно вперед и смотрим. Вот до этого места нужно довязать этот ряд. У меня получается это 13 столбиков без накида. У вас количество столбиков может быть другим из-за смещения. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13 столбик. Проверяем, складываем снова ножку пополам носочком вперед. Все ровно. Дальше мы соединяем петли ножки вместе. Захватываем первую петлю и самую последнюю. Провязываем 1 столбик без накида. Также захватываем следующий. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой и 8 столбик. Если это первая ножка, которую вы связали, то делаем воздушную петлю, вытягиваем нить и обрезаем, оставляя короткий хвостик. Если это ножка вторая, то нить не обрезаем. Теперь нам с вами нужно сделать обвязку. Провязываем соединительные столбики. Их у нас с вами получается 14. Там, где мы оставили нить коричневого цвета.
Первый, второй, третий, четвертый. Ножку держим носочком к себе, подошвой точнее к себе. 13 и 14 соединительный столбик. Дальше присоединяемся к первому. Воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем. Хвостик с помощью иглы прячем внутри ботинка, проведя иглу через наполнитель. Верхнюю часть мы обвязали. Теперь нужно обвязать нижнюю часть, там, где мы оставляли также передние полупетли. В этот раз мы держим деталь подошвой от себя. Присоединяемся к первой полупетле. И провязываем также соединительные столбики. Их у нас получается 28. В конце вязания также провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и концы нити прячем внутри ботинка. Теперь нам с вами остается сделать шнуровку ботинка нитью контрастного цвета. Я подбираю нить под цвет комбинезона. Вводим иглу, отсчитывая от обвязки вверх 2 ряда. На расстоянии, смотрите, чтобы это было ровно по центру, можно сделать... Так, это не по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Можно 6. Так, думаю, даже будет ровнее. Оставляем один длинный хвостик с одной стороны. Здесь присоединяемся снова в эту же точку и поднимаемся на ряд выше. Снова в эту же точку и поднимаемся на ряд выше. Еще раз. Дальше возвращаемся к первому оставшемуся хвостику. Переносим его на противоположную сторону. Теперь поднимаемся выше на один ряд и сразу же выводим иглу еще на один ряд выше. Вот так получилось. И завязываем бантик. Сначала на один узел. Сильно большой бантик я не делаю. Оставим его маленьким. Лишнее обрезаем. Вот такой ботиночек у нас получился. Второй вяжем точно так же, за исключением того, что не обрезаем нить. Мы с вами связали сейчас ножки и ручки. Это все детали, входящие в первую часть. Во второй части мы свяжем вот это тело и свяжем вот такую голову. Всем спасибо за совместное вязание. Увидимся во второй части.